Ребята, всем привет-привет. Копался у себя в закромах и столько всего нашел, что давно потерял и хотел использовать. Наткнулся на целую огромную кучу подшипников. Каких там только нет размеров. От крупных до совсем маленьких. Смотрите, какой он мизерный. Просто крошечный. Этот подшипник, по-моему, от жесткого диска, но это не точно. Представляете, какие у него шарики? Решил заскочить, как обычно, на металлоприемку. Просто посмотреть что-нибудь новенькое и интересное, что люди считают бесполезным и ненужным. Обожаю находить там что-то полезное. Сразу в голову приходят идеи, и что можно из этого сделать. Смотрите, какая штука. Не представляю, что это, но очень классная. Чего тут только нет. Из всего можно что-то придумать сделать. Куча полезного цветного и черного металла, редкие стали, и все это можно купить за копейки. А могут и просто подарить. Вот он, царь-подшипник. Ну, части от него. Так, сталь там ШХ-15. Прочная, устойчивая к деформации. А самое главное, она доступная и часто встречается. Недаром ее используют в подшипниках. У меня есть еще парочка. Один сосед подогнал, а второй от передней ступицы моей машины. Но все же использовать буду большой. Ладно, хватит разглагольствовать, начнем. Порежу обойму пополам, чтобы было удобней. Пилиться сложно, прям чувствуется прочность. Для большего удобства в обработке решил приварить кусок арматуры. Старенькая, ржавенькая, но крепкая. Варил без присадочного прутка. Сплавилось все в монолит. Не знаю, при обработке отвалиться не должно. Так, дальше. У меня в моей волшебной сарайке есть небольшой кусок рельса. Обычный рельс подарил мне его друг. Жень, спасибо тебе большое за это. Кусочек весит килограмм так 20, а то и поболее. Мои самодельные горелки вы все уже знаете. Ну а кто не знает, как я их делал, видосик есть на канале. Вместе с чертежами, конечно. Рабочее место пришлось организовать на веранде. У нас собирается дождь, и он все же пошел. Ковать под дождем. Ну что может быть лучше? Романтика самодельщика. Старенький горн уже пора скоро обновлять. Но свои функции он выполняет на все 100. Еще держится молодцом. Говорю сразу, кузнец я тот еще. Вот заготовка, я ее почистил. Не знаю, правда, зачем. Наверное, уже просто привычка, чтобы было красивей. Но по плану мне нужно отковать только заготовку. После выпрямления я укоротил заготовку ровно в 2 раза. Слишком уж она была большая. Толщину решил сделать 5 мм. Из них 4 мм на само тело и 1 мм оставить на обработку. Горелки выдают просто бешеную температуру. Даже куски вермикулита, из чего сделан горн, начали размягчаться и гнуться. А это на минуточку выше 1200 градусов. Ребята, отвлеку вас буквально на 1 минуту от проекта. Lords Mobile – это топовая мобильная стратегия с 3D-графикой и миллионами игроков по всему миру. Здесь вы можете тренировать армии и качать героев, заключать союзы и уничтожать врагов. Большой акцент здесь делается на командной игре, правильном формировании армии и быстрой реакции во время боя. Без смекалки и хорошей команды вы здесь станете очень легкой мишенью. Если же вы будете играть в хорошей гильдии и будете правильно формировать армию, то сможете побеждать даже противников, превосходящих вас числом. Буквально на днях в Lords Mobile вышло шикарное обновление, в котором добавлен новый игровой режим в стиле защиты замков. Он наверняка вам понравится. И теперь внимание, качайте игру по моей ссылке в описании, либо через QR-код на экране, чтобы гарантированно получить набор стоимостью в $350, который будет автоматически выслан на ваш аккаунт, если вы скачаете игру впервые. Кроме этого, если скачивающих будет более 500, то игрок, который прокачает замок до 15 уровня и на 10-й день после выхода этого видео займет первое место в рейтинге мощи, получит новинку этого месяца – планшет Huawei MatePad 11 с безрамочным экраном и частотой обновления 120 Гц. Свои рейтинги мощи, а также количество скачавших вы можете увидеть на странице акции. Приз очень крутой, поэтому, ребята, качайте и не подкачайте. Продолжим. В дело вступает мой самодельный гриндерок. Не, гриндерище. Конструкция получилась очень удачная, и многие уже его сделали по чертежам. Работает он просто великолепно. Я им доволен на все 100%. Форму ножа я решил делать как у классического ножа
Пуукко. Надеюсь, я правильно сказал. Это небольшой традиционный финский поясной нож общего назначения. И по моему мнению, он очень красив. Обрезал по форме и начал обрабатывать будущий клинок. Чтобы было все лучше видно, покрыл с баллончика черной матовой краской. Для изготовления спусков простой уголок сороковка. Так как площадка у гриндера наклонная, все очень просто регулируется. На весь нож были потрачены всего лишь 2 ленты 40 грит, разделенные пополам, следовательно 4 ленты тонких. Закалку произвожу в моторном масле 830-850 градусов. И решил попробовать сделать ее зонную. Там, где не нужна закалка, обмазал давно валяющимся у меня высокотемпературным герметиком. Покупал его когда-то очень давно для печки. Вроде как все должно получиться, и характеристики ножа должны улучшиться. После закалки отпуск. Температура 200 градусов на 1 часик в духовке. Там, где жена делает всякие вкусняшки. Шлифовать зеркало особо я его сильно не стал. Но все же поработал немного шкуркой для красоты. Так-то все равно поинтереснее будет. Ну и чтобы дальше не поцарапать, все в малярный скотч в кучу слоев. Больстер хочу латунный. А латунь проще всего добыть. Конечно, в сантехмагазине. Заглушки отлично подойдут. Толщина стенки у них 2 мм. Остатки латуни после обработки потом пойдут на переплавку. Проставки из кожи, а кожа из ремня. Отверстие получилось сделать подходящей трубкой по диаметру. Шурики. Получается отлично. Сходил к соседу за рогами, попросил небольшой кусочек. Это шутка. Покупал за недорого, по объявлению. Самая красивая рукоять, конечно же, из рога. Из чего же еще-то? И практически все готово. Теперь сборка на двухсоставной клей, обработка рукояти на гриндере, и отличная вещь готова. Ребята, если понравилось видео, то самая большая благодарность для меня — это, конечно же, лайкосик. Большой палец вверх. Спасибо большое за ваши комменты, они очень помогают. Этот нож по задумке рабочий, которым нужно пользоваться, с отличной сталью и классической формой. Это не тот нож, который люди покупают за огромные деньги, а потом он просто валяется в ящике. По себестоимости он обошелся просто в сущие копейки. Ребята, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео. До скорой встречи. Пока-пока.